Привет, меня зовут Настя Вожакова, я нутрициолог, клинический психолог и специалист по коррекции пищевого поведения и образа тела. На этом канале я много рассказываю про психологию, пищевое поведение, ну и иногда просто делюсь своей жизнью. Сегодня я хотела бы поделиться с вами одной важной темой, как мне кажется, то, что мы часто обсуждаем с моими клиентами, и это одна из причин, почему вы до сих пор не можете похудеть. Важно отметить, что в этом видео мы будем разбирать все-таки тех людей, у которых есть нарушение индекса массы тела в большую сторону, в сильно большую сторону, скажем так, от предожирения и выше, потому что если ваш индекс массы тела в норме или индекс массы тела даже ниже, чем он должен быть, но вам кажется, что вы недостаточно худые, стройные, подтянутые и так далее, пожалуйста, обратитесь к специалисту. Возможно, проблема все-таки не в том, сколько вы весите, а в том, как вы видите себя в зеркале. Чтобы понять, почему ваша мотивация постоянно скачет, ваши намерения постоянно скачут, вам кажется, что да, вот вы готовы начать новую жизнь, с понедельника идете в спортзал, а во вторник вы ловите себя, доедая пятую булочку в холодильнике, ну или съев уже весь холодильник, мы обратимся к так называемой модели изменений, предложенной еще в 1982 году. Эта модель подразумевает, что все мы, проходя какие-то изменения, ну или когда мы считаем, что мы готовы к каким-то изменениям, мы проходим определенные стадии. Первая стадия – это стадия до размышления, это стадия, когда вы еще не готовы к изменениям абсолютно, вы более того не готовы думать про них. И скорее всего, если вы смотрите это видео, эта стадия не относится к вам. На этой стадии очень часто к изменениям начинают вас подталкивать ваши близкие, партнер, друзья, родители, если они видят, что эти изменения вам витально необходимы, но при этом, к сожалению, на этой стадии человек ничего не начинает менять, просто потому что он не видит минусов, ну или видит их, но не хочет признавать себе. Вторая стадия – это стадия размышления, это когда вы только-только начинаете задумываться о том, чтобы что-то начать менять, и здесь вы уже чуть-чуть больше видите плюсов в изменениях, чуть-чуть видите больше минусов в том, чтобы оставаться в той же позиции, которая есть у вас сейчас, но, к сожалению, вот эти вот минусы от изменений перевешивают, и вы, скорее всего, думаете, ну, может быть, когда-нибудь, в каком-нибудь будущем, и это будущее очень такое призрачное и туманное. В этой фазе можно надолго застрять, можно говорить себе то, что да, я готов к изменениям, вроде как я про них думаю, но, например, если мы возьмем проблему лишнего веса большого, то человек на этой стадии как раз может собирать какую-то информацию, либо собирать какие-то фотографии, каких-то моделей себе сохранять, что когда-нибудь я этим займусь, но сейчас я, пожалуй, отложу, и у меня на это 100 причин. Третья фаза называется решимость и подготовка, когда вы четко знаете, какой у вас есть план, вы знаете, что вы начнете его в какое-то ближайшее будущее. Здесь как раз вы обращаетесь к специалистам самостоятельно, вы сохраняете себе какие-то диеты, вы идете к врачам, ну, по крайней мере, вы записываетесь к врачам или смотрите, к каким врачам записаться. Но вы, самое главное, полны решимости, и чаще всего это стадия, которая наступает перед новогодними праздниками или до лета для того, чтобы похудеть к лету. В общем, я думаю, что на этой стадии вы частенько тоже бывали и понимаете, о чем я говорю. Четвертая стадия – это стадия изменений, когда вы меняете свой образ жизни, когда вы действуете четко по плану, ну или вы можете его поменять каким-то образом, но тем не менее вы знаете, зачем вам это нужно, вы понимаете, что вам сейчас необходимо сделать определенные действия. Проблема в том, что эту стадию люди часто путают со следующей стадией, про которую мы чуть попозже поговорим, а на этой стадии на самом деле происходят не сами изменения, а только запуск определенных действий к ним.
Это начало управления вашей новой жизнью. Ну, если мы приводили предыдущий пример, что человек там перед Новым годом что-то хочет сделать, то здесь это та самая жизнь с понедельника, или с нового месяца, или с 1 января, когда вы что-то уже делаете, вы уже пришли 100%, ну, например, в спортзал, или вы 100% пришли к специалисту, или 100% вы выкинули все сладости на кухне. Здесь очень важно, еще раз, поймите, что это просто одна из стадий, которая приводит к тому, чтобы начать изменения, не к самим изменениям. На этой стадии вы еще не будете видеть результат. Поэтому очень важно, чтобы на этой стадии вам нравился процесс. Здесь вы можете пробовать разные виды спорта, вы можете пробовать разные варианты диет. И я, конечно, не говорю о каких-то совсем жестких диетах, я говорю о том, что вы просто дополняете свое питание теми продуктами, которые вам необходимы в повседневной жизни, и убираете то, что вам откровенно вредит. И последняя стадия – это стадия поддержания перемен. Честно говоря, на самом деле это самая трудная стадия, потому что на этой стадии мы должны постараться предотвратить рецидивы. И если мы говорим, например, про уже диагностированное расстройство пищевого поведения, ожирение, то здесь, конечно, рецидивы возможны, особенно если, например, у вас вместе с ожирением есть еще какое-нибудь компульсивное переедание. И здесь две такие противоборствующие стороны. Первое – это вот первые результаты, которые вы уже видите. Вы видите первые сброшенные килограммы. Второе – это искушение сорваться. На этой и на других стадиях важно помнить, что процесс возвращения к стадиям или прохождения их, он не линейный. Вы можете в любой момент вернуться на любую из стадий. То есть это не значит, что вы пойдете только вперед или только назад на одну из стадий. Нет, вы можете вернуться, например, на 2 стадии назад или на 3 стадии назад. И как раз здесь начинается рецидив. Я очень надеюсь, что вам не мешают сейчас посторонние звуки и что вы не начнете на них обращать внимание с этого момента. Что же помогает нам меняться? Первое – это ресурсы, и второе – это мотивация. Ресурсы – это наличие навыков и возможностей для изменения. Ну, например, вы можете сейчас быть настолько заняты, что просто не можете как-то интегрировать изменения пищевого поведения, ну, например, готовку в вашу повседневную жизнь. И здесь мы говорим не про лень, не про то, что вот здесь сейчас бери и делай, если тебе это нужно. Это говорит, правда, про отсутствие ресурса свободного времени. И пока вы не начнете уделять времени, ну, например, работе меньше, и у вас не появится свободное время, вы, к сожалению, не будете обладать тем ресурсом, который вам будет необходим для похудения. Вы можете сколько угодно садиться на диеты, но, скорее всего, это будут какие-то жесткие диеты, потому что вы будете понимать, что на плавную, мягкую, здоровую диету у вас просто не хватает времени или сил. Ресурсы могут быть внешними, ну, например, вот это нехватка времени, или внутренними, например, нехватка сил, когда вы просто не можете себя заставить что-либо сделать. Или тоже в качестве примера нехватка знаний. Но ресурсы могут меняться и, так скажем, переходить из внешних во внутренние. Например, сейчас вы смотрите это видео для вас как бы такой внешний ресурс, да, какое-то обучение, скажем так. Он так или иначе, если вы досмотрите это видео до конца и что-то для себя проанализируете, перейдет в ваш внутренний ресурс, в ваше знание, которое вы уже сможете использовать для того, чтобы как раз начать эти изменения. Ну а теперь мотивация. Мотивация, как вы уже, скорее всего, поняли из собственного опыта, это такая довольно коварная вещь, которая может пропадать, которая может появляться, которая может происходить из чувства вины или из чувства зависти, но чаще всего она, к сожалению, вызвана какими-то внешними факторами. И когда человек говорит, да, у меня есть мотивация, но при этом он особо ничего не делает, ну, говорит, ну как же так, ну мотивация же у меня есть, но я же хочу похудеть, почему у меня это не получается? Здесь проблема в том, что он хочет себя видеть определенным образом, он хочет изменений, но он не хочет ничего делать для этих изменений. И помните, мы говорили с вами про последнюю фазу, про последнюю стадию изменений. Здесь очень важно, чтобы все-таки мотивация могла меняться на дисциплину. Потому что если вы
ходите в зал, питаетесь определенным образом, ходите к врачу и так далее, только исходя из мотивации, в тот момент, когда она у вас будет пропадать, вы будете, к сожалению, возвращаться на предыдущие фазы той модели, про которую мы говорили. Еще что очень важно, мотивация может меняться как цель и причины. Здесь очень важно отслеживать, здоровая ли у вас сейчас мотивация, не вредит ли она вам, не вредит ли вам цель, действительно ли она адекватная, нету ли у вас мышления все или ничего, нету ли у вас мышления по принципу черное или белое, нету ли у вас проблем с тем, что все-таки нету дисциплины, потому что если дисциплины нет, то, к сожалению, в тот момент, когда мотивация уходит, ничего хорошего не происходит. В следующем видео мы с вами обсудим средства и стратегии для увеличения мотивации, но помните, конечно, что развивать нужно не только мотивацию, но и дисциплину для того, чтобы двигаться вперед по модели изменений. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, отправьте своим вечно худеющим подружкам, и будем с вами все вместе смотреть следующее видео. Надеюсь, что оно скоро тоже выйдет на канале. Всем пока-пока!